А решили мы сегодня пройтись по Жигулиной роще. Это жилой комплекс такой. Рядом с торговым центром Меганон. Довольно-таки большой, в нем все есть. Вот. Ну, здесь, да, так. Это новый полностью, даже своя речушечка есть. Здесь тоже на первых этажах магазины всякие, парикмахерские. С этой стороны, с уличной. А внутри идут, получается, площадки. Такие как бы комплексы идут, такие наподобие кольца. Ну, мы здесь внутри были, вот в этом доме. Ну, однокомнатная квартира, обычная планировка. Коридор, кухня, лоджия. Ну, ничего такого, прям уж. Совмещенный санузел был. И сдавали ее там за сколько? 25. За 25, да. Но она такая, как бы. Как и везде, как в Воронеже, как везде. Да. То есть, как бы напихана они, ну ничего так, как бы такого прям супер-мопер, но она еще была такая прокуренная, замок неисправный, в общем. Не сняли мы. Ну вот это получается сторона не солнечная, солнце с той стороны. Сейчас мы туда сходим. Там где площадки, он как бы расстраивается туда дальше и вот туда. Такие комплексы, буквой П, наверное, да, с площадками внутри. Вот он будет идти тут. Довольно-таки большой. Это уже, конечно, больше похоже на микрорайон какой-то новый. А вот здесь пивнухи и все есть. И парикмахерские. Ночью здесь как бы все дома имеют подсветку. Красиво переливается. Ну, это, кстати, улица Крымской весны. 1, и вот пошли по корпуса. Ну, коробки, конечно, да, слишком близко. Кстати, окна в окна, конечно, смотреть еще то удовольствие. Слишком, конечно, прям очень близко они их тюхнули. Парковки подземных здесь нет, насколько я вижу, да. Вот так все как бы наставлено. Двор, там шлагбаум. В общем, как всегда, это дилемма, конечно, с парковочным местом. Особенно вечером. А вон там садик, я вижу один. И вон еще, наверное, второй. Ну, вот такой закрытый двор здесь. Детская площадка. Все в круг они идут, как бы дома. И два таких здоровых. Да, конечно, бы паркинг имел бы место. Ну вот говорю, мы просто жили, у нас тоже детские площадки, все такое. Но здесь, конечно, сетки, оно все эхом разносится, когда бьют мячом там, конечно, а тем более кто допоздна играется, ну, конечно, да. У нас такой опыт был. Ну, теннисные столы тоже, конечно, круто. Все такое, как бы резиненький пол, удобный, потому что он где-то засыпает просто песком, он везде потом летит, грязь. Для самых маленьких все есть. Тоже газончики, там еще какой-то дом строится, еще больше, чем есть. Да, вот так. Здорово сделали электроподстанцию, так выкрасили леопердом. Не в тему, но прикольно. Ну да, вот сад, наверное, или школа. Наверное, все-таки школа. Сейчас глянем. Вот еще один дворик. Такой буквой Г. Велперс есть. Ну, он здесь, конечно, везде. Вот что-то озонов я, конечно, не видел. Но вроде они тоже есть. Но мы их здесь искали в Крыму. Но так что-то я не нашел. Может, где-то в другом месте. Вот это да. Школа. Это школа. Тоже новая своя. И там еще какое-то вдалеке здание, тоже, видать, садик. Такой прям интересный. Кто с Анадыря, конечно, с Чукотки, а они у нас такой же дом ДК. Наподобие скругления, такие как бы лапочки там. Не знаю, там как бы был закос под белого медведя. Ну, что-то такое сходное здание. Ну, интересно. Здесь, кстати, два садика, да. Там один сзади был, мы видели, и вот еще один. То есть два сада и школа. Ну, вот так они как бы, да, тут настроены все.
такими коробочками. И за забором, да, там еще один дом. То есть вся эта как бы территория, она будет до дороги застраиваться. Потому что там еще частный сектор, домов куча. Конечно, тут садов и настроили детишечек. А вот это здание, может, это дом культуры, ну, больше похож на какой-то дом культуры. Сейчас мы тоже поближе подойдем да посмотрим. Ну, вон, видите, там все застраивается туда. Дальше. Везде облагораживается, засеивается, плиточка укладывается. Ну, сегодня температура где-то 22, наверное, где-то так, градуса. Ветерочек. Ох, эти чарующие звуки. Так можно и головой биться дома. Ну, что же делать? Наводят красоту. Чтоб клещи там всякие не сидели на этих. Вот, кстати, садик с другой стороны. Спортивная площадка там. Ну, сейчас мы есть. Это, скорее всего, дом культуры какой-то местный. Вот он, меганом, мы опять к нему вышли. Ну, тут все, и кофейня, тут дофига всего. Да. И клиника стоматологическая. И поливают. Молодцы, такие ели сосенки. Бич, конечно, современных жилых комплексов, это стояночки для машин. Очень прям все забито, конечно. Даже и с подземными, с паркингами тоже как бы все забивается. Потому что эти паркинги тоже стоят сейчас ого-го шиньки себе. Даже нет вывески, он похоже больше на школу. Вон еще один, кстати, домик. В сторонке делают, он еще дома тоже на окраине, так сказать. Ну вот, получается, под горку, да, все это будет застроено. Ну, уже точнее, уже практически застроилось. Ну, вот тут они как бы в одном стиле, да, все. В одной цветовой гамме сделаны. Но удобно, да, здесь очень большой торговый центр, рядом ЖД, вокзал Симферополь. В минутах, наверное, в 15 ходьбы направо, вон туда. Там выезд на трассу, по-моему, да, идет. Так что здесь все рядом. Ну, он такой как бы на окраине, да, получается, находится. Ну, вот Ира решила позаниматься. Раз, два, левой, левой, раз, два, три. Классно такие спортивные. Тренажер, я не пойму, что он какие группы мышц он качает. Ходьба на месте это. Морковку еще. Годится Еще вообще тебе. никак не Зато здесь можно распивать Это какао. борьба на руках наша. Да, нет, так я просто вижу тут стаканчик. Я спросила, пока ты там Школа. Да я уже понял, они там с рюкзаками стояли. размышляла. Вот тут, Я пожалуйста. сходила. Все, можно тут прокачивать. Не, ну здорово, конечно. Есть прямо покруче, мы видели, даже там со штангами какими-то. Тоже теннисные столы стоят. Ну, вот такие закрытые площадочки. Но здесь хорошо, что прорезинено. То есть не так будет сильно мяч бить. Ну, классно. Это и вспоминает. Это она вспоминает, когда я там рассказывал в поездках там, вот это, посмотрите, чайничек, вот это костерочек, вот это чаечек. Все, словарный запас мой был исчерпывающий. Это он без газа или как? Ну, управляющая компания работает. Здесь газ, да, вон. Вон труба. Меня налило. Автономные, ну, как бы не видно, что трубы идут. Может, они просто внутри спрятаны, отдушины. Ну, газ, на всяком случае, в этом доме заведет. Автономка, мы ее просто полюбили. Потому что раз, отопление включил. Ну, единственное, что газ, да, у нас тут газ просто вырубили. Мы такие, ах, что делать. А вот электрокотел еще бы какой-нибудь поставить. Потому что, да, иначе не помыться. Ну, кстати, хотел показать, да, тут зона отдыха такая прям приятненькая. Вечерочком здесь под светильничками отдохнуть можно. И, конечно же, есть такая, как ее назвать-то, не знаю, Я Крым, где любят все фотографироваться.
И кафешечка мне нравится, вон там с такими удобными креселками. Прям тоже можно отдохнуть, позагорать. Кстати, оказывается, есть крафтовый хлеб. Сейчас все, что делают сами, они на производстве, все как бы все называют крафтовым. Я так понял, что крафтовое пиво также самопальное. Вот такие отдыхатушки можно.